На окраине тихого городка стояло поместье, принадлежавшее миллионеру по имени Джордж. Он был известен суровым характером, любовью к роскоши и особой гордостью, необъезженным жеребцом по кличке Буревестник. Этот конь был прекрасен и опасен одновременно. Ни один наездник не мог удержаться в седле дольше нескольких секунд. Джордж превратил это в забаву. Он заключал пари с теми, кто хоть немного верил в свои силы. Говорили, что он уже давно перестал воспринимать людей всерьез и видел в них лишь участников своей игры. Каждый, кто пытался укротить коня, терпел поражение, а хозяин с удовольствием наблюдал за очередной неудачей, будто доказывая себе, что его сила и возможности неизмеримо выше людских. Однажды на территорию поместья случайно забрел мальчик с улицы. Его звали Томми, маленький худощавый подросток, который искал подработку, надеясь купить себе кроссовки, чтобы участвовать в школьных соревнованиях. Он услышал разговоры о миллионере, его жеребце и нескончаемых пари, и что-то внутри заставило его подойти ближе. Томми увидел коня еще до того, как увидел самого Джорджа. Буревестник бил копытом землю, словно пытался разбить ее на части. Его черная шерсть блестела на солнце, а глаза полыхали неизбывной яростью. Но в этих глазах мальчик заметил не только дикость, но и одиночество, давно забытое кем-либо. Джордж, заметив незнакомца, ухмыльнулся. Он был уверен, что очередной любопытный быстро отступит, увидев буйный нрав его любимца. Но Томми не испугался. Он подошел к ограде, не делая резких движений, просто наблюдая. В отличие от других, он не пытался самоутвердиться. Он просто смотрел, спокойно и внимательно. И неожиданно для всех, включая миллионера, Буревестник перестал метаться. Он поднял голову, понюхал воздух и приблизился к мальчику. Это было не подчинение, а признание. Конь чувствовал страх за версту, а в Томми страха не было, только тихое уважение. Джордж, пораженный происходящим, нарушил свое правило и разрешил мальчику попробовать себя в седле. Он ожидал, что все закончится за пару секунд, как обычно. Но произошло невероятно. Томми взобрался на спину буревестника так мягко, будто просил разрешения. И конь позволил. Первые метры были осторожными, но затем жеребец сорвался в галоп, мощный, свободный, неукротимый. На этот раз его движение было не борьбой, а полетом. И Томми держался в седле без усилий, будто они всегда были одним целым. Когда они остановились, на двор легла тишина. Джордж стоял неподвижно, впервые за долгие годы не чувствуя превосходства. Он увидел не просто талант, он увидел связь, которую невозможно купить. Томми слез с коня, поглаживая его шею. В этот момент миллионер понял, что мальчик сделал то, что было неподвластно взрослым, опытным наездникам и профессионалам. Он укротил не тело коня, а его одиночество. Джордж медленно подошел к мальчику и впервые за долгое время почувствовал уважение к человеку, которого судьба привела к нему случайно. С этого дня жизнь в поместье изменилась. Томми стал учеником, буревестник — партнером, а Джордж — человеком, который наконец увидел, что истинная сила не в богатстве, а в способности понять живое существо. И в городе еще долго рассказывали историю о мальчике села улицы, который сделал невозможное и изменил сердце миллионера.